Здравствуйте, меня зовут Сухова Дарья, и сегодня я хочу поговорить с вами о том, нужно или не нужно готовить ребенка в школе. Существует два мнения. Одни родители опасаются, что если не готовить ребенка к школе, он будет отставать от сверстников. Другие считают наоборот, что если ребенка к школе подготовить, то в школе ему просто будет нечего делать. Что же определяет успешность ребенка в школе? Когда моему ребенку было 2 года, я пошла учиться на психолога. Вначале мне больше интересовали вопросы поведения ребенка, а не проблемы образования. В курс обучения входили такие предметы, как педагогическая психология и психологическая готовность детей к школе. На занятиях по предмету педагогической психологии мы изучали принципы построения учебных программ в России и Европе. Идеологом европейской системы образования можно считать Жана Пиаже. Он считал, что для успешного образования ребенка надо опираться на те системы мышления, которые созрели у него к 7-летнему возрасту. Ребенок может и способен учиться сам, если занятия опираются на наглядно-действенное мышление, то есть на эмпирический опыт ребенка. Ребенок познает мир с помощью собственного опыта. Поэтому в европейском образовании в возрасте от 7 до 13 лет больше уделяется внимание практическим занятиям и таким дисциплинам, как рисование, лепка и музыка. Математика дается наглядно и более медленно, чем в российских школах. Западные дети отстают от наших в скорости прохождения по точным предметам, а зато опережают по таким предметам, которые связаны с речью. Дети легко формулируют свои мысли, умеют защищать свое мнение и выступать перед большой аудиторией. Идеологом российского образования является Лев Семенович Выгодский с его зоной ближайшего развития. Что ребенок не способен сделать сам, он может выполнить вместе со взрослым. Обучение в российской школе строится на следующем уровне мышления, то есть на зачатках абстрактно-логического мышления, на наглядно-образном мышлении. Этот тип мышления у 7-летних детей только начинает формироваться. То есть в российской системе образования заложена постоянная помощь взрослого. Ребенок еще не способен самостоятельно осмыслить ту информацию, которая дается в школе. Когда мы изучали предмет психологической готовности к школе, стало понятно, что для успешного обучения в российской школе необходимо, чтобы у ребенка сформировались следующие параметры. Мотивационная готовность, позиция ученика и самооценка, воля и произвольность, графические навыки, постановка руки, интеллект и мышление, развитие аналитических способностей, память и внимание, кругозор и речевое развитие, математика, умение психологически справляться с неудачами. Рассмотрим подробно, что это такое. Мотивационная готовность. Это внутреннее желание самого ребенка идти в школу, чтобы учиться. Если мы возьмем 5-летнего ребенка, то у него очень высокая самооценка. Он сам уверен, что он уже все знает. К 7 годам у ребенка должна самооценка стать более адекватной. Он должен понять, что он действительно много чего не знает. И чтобы это узнать, ему необходимо учиться. Для того, чтобы ребенок мог успешно учиться, ему необходимо иметь опыт успешного обучения. Сам по себе такой опыт не складывается. Произвольность. Это способность действовать по правилам, подчиняться требованию учителя. А не выполнять задания, потому что это хочется, а это не хочется. Графические навыки. Ребенок должен уметь писать печатными буквами, выполнять графические диктанты по образцу или под диктовку учителя. Ребенок должен уметь раскрашивать, оставаясь в контуре фигуры, и также выполнять штриховку этой фигуры параллельными линиями. Обводить фигуру по контуру, дорисовывать зеркальное задание. То есть ребенку дают задание и говорит: отрази его в зеркале. Ребенок должен сделать это задание в уме и нарисовать на листе бумаги уже зеркальное отображение. Уметь рисовать геометрические фигуры. Интеллект и мышление. Ребенок должен уметь классифицировать,
Знать классы вещей и предметов окружающего мира, то есть там одежду, обувь, мебель, транспорт и другое. Делать обобщение по существенному признаку и объяснять, как именно он понял это и как сделал такой вывод. Уметь находить четвертое лишнее. Должно сформироваться сохранение количества и умение делать анализ по двум признакам, например, фигура и цвет, размер и форма. Умение строить логические цепочки, выделять правила построения цепочки и продолжать ряд по выделенной закономерности. Должно сформироваться пространственное мышление. То есть ребенок должен собирать фигуру целую из отдельных частей и делать это в уме. Должна сложиться схема тела. Это проверяется рисунком человека. То есть на рисунке должны присутствовать все части тела, и рисунок должен быть слитный. Руки и ноги должны быть слитны с телом, а не отделены от него. Память и внимание. Для памяти необходимо, чтобы ребенок не просто механически уже запоминал информацию, а умел пользоваться средствами запоминания, то есть выстраивать логические цепочки. Кругозор и речевое развитие. Умение правильно пользоваться числительными. Там 1 лимон, 2 лимона. Ребенок должен знать об окружающем мире, уметь об этом рассказывать, должен знать времена года, сезоны, признаки и уметь также это все рассказывать. Ребенок должен делать рассказ по картинкам, уметь восстанавливать последовательность событий, то есть мыслить от общего к частному и от частного к общему. Должен знать стихи и сказки, уметь пересказывать их. У него должна быть хорошо развита речь, фонематический слух, речь должна стать чистой. В математике требуется считать от 1 до 10 в прямом и обратном порядке, уметь складывать и вычитать в пределах 10, знать состав числа. Ребенок должен знать и называть плоские объемные фигуры, решать и записывать простейшие задачи с помощью знаков плюс, минус, равно, больше и меньше. Уметь психологически справляться с неудачами. Это самое важное, пожалуй, требование, потому что ребенок до 7,5 лет еще не умеет представить ситуацию негативного опыта с учителем, что учитель это чертик, который поставил ему 2, он может быть с рожками, и что это вся такая ситуация, которой ребенок сам не страдает. Дети до 7,5 лет обычно отправляют все свои неудачи на психосоматику, из-за этого часто болеют простудными заболеваниями. Некоторые школы в дополнение к этому требуют еще слитное чтение и простейший звукобуквенный анализ. Сейчас я хочу рассказать вам о некоторых приемах, как можно проверить, готов ваш ребенок к школе или нет. Произвольность мы можем проверить следующим образом. И волевую готовность. Мы играем с детьми в такую простую игру, которую играли многие поколения. Да и нет, не говорите, черно-белый не берите. То есть эта игра проверяет, умеет ли ребенок соблюдать правила или нет. Мы задаем ребенку вопросы, на которых он должен отвечать, не используя слова «да» и «нет», и черный и белый. Например, ты сегодня завтракал? Ребенок должен сказать «конечно». У тебя на голове растут змеи? Он должен сказать «растут волосы», а не используя «да» и «нет», да, он говорит другими словами. Если его спросить, какого цвета у меня, например, кофта, она у меня черная, да, он сказать «она темная-темная», да, не используя слово «черный». Например, а какого цвета зубы? Они светлые. То есть умение удерживать вот это правило. Да и нет, не говорите, черно-белое не берите. Следующее, мы проверяем у него сохранение количества. Это делается следующим образом. Вам понадобится пластилин. Мы даем ребенку 2 одинаковых шарика из пластилина и спрашиваем, шарики одинаковые? Ребенок смотрит и говорит, да, шарики одинаковые. Теперь мы раскатываем пластилин и делаем из одного куска колбаску. И спрашиваем у ребенка, где пластилина больше? Если ребенок говорит, что пластилина больше в колбаске, то значит сохранение количества у него пока еще не готово. Он анализирует только по одному параметру, по длине.
а не анализирует тут по объему. У него еще не сложилось вот это понимание объема. Следующее у нас задание. Мы кладем, тоже проверять сохранение количества. Тут мы ребенка можем немножко поучить, если у него не получится задание с первого раза. Мы берем, например, 7 кружочков. Можно взять 7 пуговиц, ну, любых 7 предметов. И ставим им в эквивалент 7 палочек. Ребенку ничего при этом не говорим. Просто при нем выполняем это задание. Кладем кружочки и кладем палочки. Теперь мы спрашиваем ребенка, где больше? Ну, поскольку они стоят в эквиваленте, ребенок сначала в таком замешательстве, но потом все-таки можно ему немножко даже подсказать, что вот он, например, пересчитывает тут 7, тут 7. Значит, как это слово сказать? Одинаково, да? У нас одинаково. Теперь мы делаем следующее. Мы берем и раздвигаем кружочки, и при этом один кружочек убираем. Ребенок это видит. И спрашиваем, где у нас больше, чего у нас больше? Кружочков или палочек? Если ребенок берет и пересчитывает их и говорит, вот теперь кружочков 6, а палочек, соответственно, 7, то палочек больше, то сохранение количества у него сложилось. Если же он говорит по одному опять признаку, что это просто длиннее, больше места занимает, да, то кружков, он говорит, больше. Мы тогда делаем следующий фокус. Мы еще один убираем, а теперь чего больше? Он опять говорит, кружков больше. Мы опять убираем. И говорим, теперь чего больше? Но когда обычно остается на столе 3 кружочка, ребенок видит, что все-таки кружков-то оказывается у нас меньше, чем палочек. И тут можно тогда ребенку спросить, как же нам определить, как вообще проверить одинаковое количество и чего больше, чего меньше. Ребенок сам должен вам сообразить и сказать, что предметы нужно пересчитывать. То есть иногда мы не можем доверять своему зрению, иногда нам нужно проверить, то есть как-то это измерить. Вот в данном случае подойдет измерить это с помощью счета, посчитав, сколько кружочков и сколько палочек. Итак, следующее проверяем. Тоже проверяем сохранение количества. Все это называется пробами Пиаже. Для следующего задания нам понадобится бумага и то, чем можно писать. Это может быть карандаши, ручки, чем вам удобнее. У меня фломастер. Мы рисуем ребенку на бумаге высокий стакан и широкий стакан. И показываем, значит, вот сейчас я вам покажу, вот широкий и высокий. И, например, наливаем в высокий стакан воды. И говорим, вот смотри, у нас водичку мы налили в высокий стакан вот до сюда. Покажи мне, когда мы перельем отсюда водичку, вот сюда, где окажется уровень воды. Если ребенок рисует уровень воды существенно ниже, то сохранение количества, то есть умение анализировать по двум существенным признакам у него сложилось. Если он рисует на том же уровне, это говорит о том, что такая функция мозга у ребенка еще не сложилась. Функция мышления такая еще не созрела. Так, теперь мы проверяем у ребенка умение делать классификацию. Для этого нам понадобятся любые 4 карточки. Значит, вот здесь у меня такие карточки. У меня, например, собран комар, муравей, муха и рак, да? Понятно, что комар, муравей и муха – это у нас насекомые, а рак – это у нас ракообразный, он к насекомым не относится. Да? Итак, это у нас другой организм, при том, который живет в море. Итак, или реке. Мы кладем перед ребенком и спрашиваем, что лишнее. Ребенок должен для этого задания уметь сказать, что, во-первых, вот, что комар и муравей и муха – это все вместе насекомые, а рак, он относится к другому классу животных, поэтому здесь лишний рак, и он к ним не подходит. Мы можем также дать задание, например, вот у меня с транспортом. Ребенку дается задание, кладется перед ним поезд, трамвай, самолет и дом. И тоже спрашивается опять, что здесь лишнее, да?
Ребенок говорит «дом» и должен объяснить, что дом – это здание, а остальное здесь все транспорт, который перевозит людей. Тут можно, кстати, вот ребенка спросить на мышление, а все-таки что же общего-то между поездом, трамваем, самолетом и домом? Во-первых, то, что все это создают люди, да, а во-вторых, то, что люди там и могут находиться. Да. В доме живут люди, в самолете летают люди, и в трамвае ездят люди, и в поезде. То есть можно такое двойное задание делать. Вот также можно, например, сделать эту классификацию на вот посуду. У меня тут более сложная классификация, потому что это столовые приборы, а это у меня чашка. Столовые приборы ими едят, а из чашки пьют. Поэтому тут на самом деле хотят вроде как все это посуда, но классификация более тонкая. Да? И здесь нужно выбрать чашку. Потому что ей мы не едим ни суп, мы ей есть не можем. Да? Мы из нее пьем. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!